Это реальная история, но она впечатляет, об этом белом медведе можно снимать целый фильм. Он прожил счастливое детство со своей мамой, но потом случилась трагедия, которая изменила его жизнь, его зовут Серику. Впервые я узнал его историю на Ямале, когда встречался с волонтерами, которые очищают Арктику от мусора и которые знакомы с этим медведем лично. Именно на Ямале он родился и жил вместе с мамой-медведицей, пока не случилась трагедия, которую медведь не пережил бы без помощи добрых людей. Если бы Сэрику мог говорить, то вот так он рассказал бы вам свою непростую, иногда грустную историю, но со счастливым концом. И также там будут фрагменты рассказа человека, которого я встретил в Салехарде, и который помогал спасать Сэрику. Привет. Я родился на острове Белый, это недалеко от полуострова Ямал и Новой Земли. Я жил не один, а с мамой. Моя мама, самая лучшая, она меня кормила таким вкусным молоком. Ням-ням-ням. Но после нескольких месяцев, когда снег ушел, мама сказала, что пора идти искать еду. Еды было мало. В 2013 году из-за теплой погоды лед на острове Белом ушел раньше, чем должен. Медведи вовремя не отреагировали и остались на острове, хотя должны были уйти за своей кормовой базой. Евгений Рожковский, председатель волонтерской организации «Зеленая Арктика». Обычно медведи охотятся на рыбу и на моржей, летом тоже иногда ягоды собираем, но моя самая любимая еда – нерпа. Мама показывала, как медведи должны ловить нерп. Вы знаете, как ложимся на лед около воды и ждем. Это может занять несколько часов, и когда тюлень приплыл, чтобы дышать, мама ловила его. Как сложно так долго лежать и ждать, но хорошая награда потом, и у мамы терпение есть, моя мама может много. Но сейчас еды было мало, льда не было, и мы вместе искали, где найти еду. Но в один день, когда гуляли по берегу, я внезапно услышал громкий звук, мама упала, беги, беги, она кричала мне. Мне было страшно, я не понимал, что происходит, я звал ее пойти охотиться на нерпу, но она продолжала беги, беги. А потом перестала шевелиться, а вдалеке я увидел мужчин с ружьями, которые быстро шли к нам, и я побежал. И потом опять такой громкий звук, ау, из моей лапы потекла кровь, но я продолжил бежать, как было больно, но я бежал. Когда не смог бежать, то пытался ползти. В один момент не мог дальше, и я просто лежал там. Я не знаю, сколько лежал. Но через какое-то время к мне подошли мужчины. Это были другие мужчины, у них оружия не было. Они сказали: «Не бойся, мы тебе поможем». Это оказались волонтеры Арктики. Они работали тут недалеко. Они посмотрели мою лапу и сказали: «Браконьеры, мы видели этого медвежонка раньше с медведицей. Но тут видим, медвежонок один». Мы посмотрели в бинокль, увидели темное пятно, сразу стало понятно, что мать убили, хотя мы не слышали выстрелов. Было два варианта развития дальнейших событий: оставить его, и его бы съели медведи, потому что голодно было, а медведи, каннибалы, они едят медведей. Второе, куда-то его забирать, они принесли меня в пустой дом, где никто не жил. Я был очень голодный, и меня накормили рыбой. Мы с ребятами подготовили старый дом для проживания медвежонка, засыпали пол песком. Поставили старую ванну, налили морскую воду, положили ему матрасы, у него было две комнаты там. Наложили еды, которая у нас была, моя лапа продолжала болеть, медвежонку повезло. Пуля прошла на вылет, около плечевого сустава и вышла в локтевом, она мягкие ткани затронула, а кость осталась целая. И тогда волонтеры давали вкусный напиток, чтобы нога скорее зажила. Мы консультировались с врачом по спутниковому телефону, и он мне сказал, как быть в этой ситуации. Мы сделали ему антибиотики со сгущенным молоком, он с водичкой с удовольствием все попил. И 5 дней мы ему давали антибиотики, они стали называть меня Сэрику. Это означает дух, который охраняет остров Белый. Мне нравится мое имя. Днем волонтеры пошли работать,
и в окно я увидел, какая у них важная работа. Они убирают мой родной дом от металла и другого мусора. Спасибо, волонтеры Арктики. Однажды мне принесли нерпу. Как мама ловила для меня, я с удовольствием ее съел и захотел еще. Давайте еще. Однажды в сетях местных запуталась нерпа и задохнулась. Мы ее принесли Мишке. Он ел ее 3 дня и после этого встал на ноги, начал рычать, требовать еды. Сильный стал парень. И мы начали думать, куда его пристроить, обратно возвращать было нельзя, он один не выживет. Мы позвонили на Большую Землю, там стали срочно искать зоопарк, который может его принять. Откликнулись Московский, Пермский и еще какой-то. Евгений Рожковский, председатель волонтерской организации «Зеленая Арктика», который принимал участие в спасении медвежонка. Через несколько недель на вертолете прилетели зоолог и ветврач. Они мне сказали, что мне придется поспать несколько часов, а они меня возьмут в хорошее место, где они меня могут лечить лучше и где будет безопасно. Делали мне укол, это было ужасно, вы это тоже так не любите, чтобы я спал лучше и больше. Проснулся я уже в совсем другом месте. Здесь тепло, моя нога, к счастью, уже меньше болела и немного мог ходить. Тут как гостиница, есть несколько комнат и принесут мне еду. Иногда рыба плавает в моем бассейне, и я сам должен поймать их. Ну, это легко, моя мама меня все научила. Да, еще я очень скучаю по маме, даже сейчас, 10 лет спустя. Очень хотелось бы показать маме, каким большим мальчиком я уже стал. Надеюсь, она гордится мной. Я сейчас живу в Пермском зоопарке, но я не один живу тут. Со мной уже несколько лет живет Милка, моя девушка и любимая жена. Играем вместе, чаще всего во воде. Люблю ловить рыбу и подарить ей. Ей нравится, когда я забочусь о ней. Иногда она даже так много рыбы ест, что мне мало остается, но это не страшно. Пусть она побольше поест и родит медвежат. Кстати, недавно ко мне подошел мужчина со странным акцентом. Сказал, что его зовут Махил, и что он встречался с волонтерами Арктики, и тоже видел того, кто помог меня спасти тогда. Было приятно познакомиться и поговорить с Махилом. Я его попросил передать привет волонтерам. Сам я не выжил бы на острове Белый. Большое спасибо волонтерам, зоологам и ветврачам. Вы спасли мою жизнь.